Вера забежала в кафе пообедать. У нее оставалось чуть больше получаса до конца обеденного перерыва, поэтому нужно было успеть и поесть, и вернуться в офис вовремя. На новой работе Вера изо всех сил старалась проявить себя с лучшей стороны, не нарушала правила внутреннего трудового распорядка, вовремя приходила на работу, на перекуры не бегала, постоянно задерживалась. Начальница была довольна, а Вера была спокойна за свое будущее. До конца испытательного срока оставалось чуть больше месяца, и девушка была уверена в том, что уже успешно его прошла. «Можно мне бизнес-ланч?» — спросила она, обращаясь к администратору у входа. «Места вообще есть свободные?» «Места есть», — вежливо ответила худенькая девушка-администратор. «Вам какой бизнес-ланч? С рыбой, говядиной, курицей?» «С рыбой. А что за рыба, кстати?» — спохватилась Вера, решив, что слишком поспешно приняла решение. Минтай она терпеть не могла, а на красную рыбу у нее была аллергия. «Треска в сливочном соусе», — ответила администратор, и Вера, подтвердив заказ, вошла в зал. Она присела на свободное место, а спустя всего пару минут заметила, что за ее столик кто-то подсел. Подняв глаза, девушка увидела симпатичного молодого человека. «Извините, не помешаю?» Вера обвела глазами зал кафе. Он был полупустым, и поэтому казалось удивительным то, что молодой человек подсел именно за ее столик. Из вежливости возмущаться и прогонять парня Вера не стала, даже не столько потому, что он был симпатичным и приятным, сколько из-за хорошего воспитания и природной вежливости. «Нет, не помешаете», — ответила она, утыкаясь в телефон. Срочно нужно отписаться в группе подружек о том, что в субботу она не сможет присутствовать на их девичьих посиделках. Ответить нужно было как можно быстрее. Подруга Веры, Алина, на субботу уже забронирована столик в их любимом ресторане, и надо было определиться с количеством гостей, чтобы внести предоплату. Вера же, как назло, так и не придумала причины, по которой пойти туда не может. Не говорит же правду о том, что ее туда не пускает Денис. Денис был молодым человеком Веры, с которым она жила уже 3 месяца. Их совместная жизнь началась незадолго до того, как девушка нашла новую работу. Казалось, что вот она, взрослая жизнь, любимый человек рядом, хорошая и достаточно высокооплачиваемая работа, близкие подруги рядом. Но нет, все оказалось не таким безоблачным, каким виделось изначально. Примерно через 2 недели после того, как Вера переехала на съемную квартиру вместе с Денисом, уехав из родительского дома, парень начал жутко ее ревновать. Причем поводов девушка ему не давала, просто начала искать новую работу, чтобы позволить себе платить половину стоимости аренды квартиры. «Зачем тебе это?» – удивлялся Денис. «Моей зарплаты вполне хватает на аренду. Я буду платить, а ты просто поддерживай дома уют, готовь и жди меня». «Я так не хочу. Это рабство какое-то», — отозвалась Вера, и голос ее звучал несколько разочарованно. «Я хочу хорошо зарабатывать, чтобы не висеть у тебя на шее. Другой парень только бы порадовался этому. А я хочу, чтобы ты была моей, и только моей. На работе разве не рабство? А тут у нас с тобой любовь, совместный быт. Разве это плохо?» Вере казалось, что Денис по-своему был прав. Он ее любил, и она его любила. У них были прекрасные отношения, поводов для ревности не было, от слова совсем. А тут вдруг начало выясняться, что Денис хочет быть единственным обладателем внимания, не хочет, чтобы она много работала, а хочет, чтобы девушка была примерной домохозяйкой и любящей женой. Вера не была уверена в том, что полностью готова к этому. Им было по 24 года. Оба 3 года назад закончили институт, нашли работу, были вполне независимыми от родителей. Отношения между Верой и Денисом завязались почти сразу же. Возникла взаимная и очень сильная симпатия.
А уже через год Денис предложил жить вместе. Тогда-то и начались странности в его поведении и отношении ко своей второй половинке. Вера старалась сделать так, чтобы Денису было с ней максимально комфортно. После работы она разрешала ему себя встречать. С утра готовила завтрак, ужины тоже успевала приготовить после работы. Она ограничила общение с подругами, хотя это давалось ей очень непросто. Поначалу девчонки посмеивались над Верой, а теперь уже даже ей было ясно, что смешного в поведении Дениса не было ничего. «Вы грустная». Слова молодого человека, оказавшегося за одним столиком с Верой, отвлекли ее от мыслей о том, что же написать в чат девчонкам. Сослаться на болезнь? На занятость на работе? Наташка, лучшая подруга Веры, вмиг ее расколет. Нет, нужно было придумать что-то пооригинальней. «Я не грустная», — ответила Вера, а сама снова окинула заинтересованным взглядом молодого человека. Он был симпатичным, вполне в ее вкусе. Если бы не Денис, Вера бы обязательно с ним познакомилась. А так нет. Знакомство на стороне – это табу. «А какая вы?» Парень, что было сил, старался поддерживать разговор. «Просто интересно, выглядите грустной, а говорите, что это не так». «Я устала. Сегодня пятница, конец рабочей недели, и я очень сильно устала». «Это плохо», — сказал он и улыбнулся. Как раз в этот момент перед Верой поставили ее заказ – рыбу с рисом и овощной салат. Молодой человек пил кофе. Похоже, он уже успел пообедать до того, как пересел за столик к Вере. «Вы часто тут обедаете?» – спросил он. И тут Вера поняла, что молодой человек изо всех сил пытается привлечь к себе ее внимание. Неужели она так сильно ему понравилась? «Каждый день», — ответила она, с аппетитом поглощая рыбу. «Странно. Я вас тут раньше не видел. Так бы я точно вас запомнил. И что же такого запоминающегося во мне?» — усмехнулась девушка. Парень слегка склонил голову в бок, а потом улыбнулся, показав свои белоснежные зубы еще раз. Надо же, какой красивый! Неужели и вправду она ему понравилась? «В вас все запоминающееся, но самое яркое — глаза. Никогда раньше не видел таких синих глаз. Это вы издалека заметили? Поэтому решили за мой столик усесться?» — спросила Вера, изо всех сил сдерживая смех. «Парни нелепые и порой смешные существа. Какие глаза! Да он глаз не сводит с ее груди. А я решил с вами познакомиться. Разве это преступление?» Вера улыбнулась. Конечно, это не преступление. С ней вообще много лет никто не пытался познакомиться. Может быть, потому что она сама этого не допускала. «Давайте тогда знакомиться». Она улыбнулась. «Я Вера». «Алексей». Молодой человек протянул руку, а Вера с удовольствием ее пожала. Было это необычно, удивительно и неповторимо. Никогда раньше она так не знакомилась с парнями. Было всякое в ее жизни, но вот так, через рукопожатие. После обеда Алексей предложил проводить Веру к офисному зданию, в котором она работала. Девушка не стала отказываться. Уж очень приятен ей был Алексей. И не верилось ей до конца в то, что вот так просто можно было с ней познакомиться. Для чего это ему? Неужели она настолько понравилась парню, что он готов был продолжать общение? Перед входом в офисное здание, в котором работала Вера, Алексей спросил ее номер телефона. Почему-то Вера с легкостью назвала все нужные цифры, не особенно задумываясь о том, что бы мог подумать о таком ее легкомыслии Денис. Почему-то хотелось азарта, авантюры, чего-то особенного и незабываемого. Поэтому Вера назвала свой номер, практически не мешкая. Она так устала от беспричинной ревности и допросов, что решила, что с молодым человеком, которому понравилась она, и который понравился ей, можно было обменяться номерами. Весь день новый знакомый не выходил у Веры из головы.
Она то и дело улыбалась, вспоминая о случайном знакомстве. Почему-то хотелось, чтобы Алексей написал ей или позвонил. Это было бы приятной неожиданностью. Главное, чтобы сделал он это тогда, когда Дениса не будет рядом. После работы Денис ждал Веру внизу. Она села в машину, чмокнула своего молодого человека в щеку и привычно улыбнулась. Потом только обратила внимание на то, каким странным взглядом окинул ее Денис. «Что-то не так?» Вера слегка растерялась. Денис прищурился и еще раз внимательно посмотрел на Веру, как будто сканируя ее. Этот взгляд недавно появился у Дениса, раньше Вера его не замечала. «Какая-то ты странная сегодня, вся такая радостная». «Ну ты же приехал меня встречать, я и рада», ответила Вера, стараясь говорить спокойным голосом. «На улице дождь, а я сижу в теплой машине рядом с любимым человеком. Разве это не повод для радости?» Денис слегка улыбнулся, и Вера перевела дух. Он словно почувствовал, что за прошедший день что-то случилось. Говорить о встрече в кафе и знакомстве с Алексеем Вера ни в коем случае не собиралась. Слишком хорошо она знала своего ревнивого сожителя. «Ты подругам отписалась о том, что никуда не пойдешь?» — спросил Денис. «Да, я написала, что заболела», — ответила Вера и прикусила язык. Разумеется. Денис нахмурился и сразу же стал выглядеть максимально недовольным. «Зачем ты соврала?» «Надо было написать о том, что ты занята со мной. Твои подруги уже давно должны уяснить то, что у тебя семья. Ты не свободная девушка, и гулять с ними не будешь, потому что у тебя совсем другие интересы». Вера промолчала. Ей хотелось поспорить с Денисом, но она понимала, что это все бесполезное занятие. Не будет он слушать ее доводы. Он решил, что Вера его собственность, а следовательно, она должна постоянно находиться рядом с ним, слушаться его безоговорочно и ни в коем случае не спорить. По дороге домой Вера почему-то вспоминала свое знакомство с родителями Дениса. Мать молодого человека оказалась приятной женщиной, а вот отец, Леонид Александрович, чувствовал и вел себя как главный и беспрекословный хозяин, мнение которого является единственно правильным и не подлежит оспариванию. Вера видела, как мать Дениса ловко угождает своему мужу, но сама девушка, наверное, так бы не смогла. А теперь рядом с ней был Денис, такой же, как и его отец. И Вера боялась превратиться в мать Дениса, которая всю жизнь прогибалась под мнение своего мужа и ни в чем с ним не спорила. Может быть, женщине нравилась такая жизнь, но вот Вера вряд ли сможет постоянно жить в напряжении, боясь сделать что-то не так и вызвать гнев своей второй половинки. «Что на ужин?» Дома Денис переоделся в домашнюю одежду и свалился на диван, включив телевизор. Вера пошла на кухню, нужно было готовить ужин. Из имеющихся продуктов можно было приготовить только макароны по-флотски или фаршированные перцы. «Давай перцы», — сказал Денис приказным голосом, и Вера поняла, что на готовку при таком раскладе уйдет на час больше времени. Алексей ей написал ближе к 9. Вера прочла его сообщение, быстро ответила и тут же удалила переписку. Девушка боялась того, что Денис полезет в ее телефон, прочтет все, что писала Вера Алексею, устроит ей истерику и скандал. В переписке же не было ничего криминального, просто вопрос: как дела и чем занимаешься? С утра, когда Вера была на работе, она сама написала Алексею. Они договорились встретиться в обеденный перерыв в кафе, и туда Вера летела словно на крыльях. С Алексеем ей было легко и комфортно. Он был точной противоположностью Дениса. «А давай в воскресенье сходим в кино», — предложил Алексей. И это предложение было таким заманчивым, но таким невозможным. Вера решила не обманывать Алексея. «Леша, к сожалению, я не могу. У меня есть парень».
Алексей погрустнел. Эх, жалко. Ты такая классная. Если бы ты была свободна, я бы предложил тебе встречаться. Внутри у Веры все опустилось. Ей так хотелось, чтобы Алексей предложил ей это, а она бы с радостью согласилась. Но нет, у нее был Денис, а Вера была приличной девушкой, которая не позволяла себе связей на стороне. Так, легкое общение и такой же легкий флирт. «А у тебя нет девушки?» – спросила Вера. «Нет, мы расстались 2 месяца назад. Слишком скучным я был для нее, а ей нужно было постоянно куда-то идти, что-то делать. Ревнивая еще такая была». Вера усмехнулась. Как хорошо она понимала Алексея. «Но мы можем остаться друзьями», – неожиданно предложил Алексей. А Вера не стала отказываться. С ним было интересно, почему бы и не продолжить общение, хоть какая-то отдушина у нее будет. Алексей не выходил из головы Веры. Она то и дело вспоминала его шутки, рассуждения, его слова о том, какой была его бывшая девушка. Казалось, что вот он, идеальный парень, который мог бы сделать Веру по-настоящему счастливой. Рядом с Денисом девушка чувствовала себя в постоянном напряжении, а с Алексеем было так легко и спокойно. Вера все больше и больше погружалась в эти мысли. Денис со своей требовательностью начал уже ее раздражать. В субботу у них была генеральная уборка квартиры, регулярность которой определял Денис. Он сам снимал шторы, стирал их, развешивал обратно, а Вера мыла полы, вытирала пыль и аккуратно складывала вещи в шкафу. Каждый раз, занимаясь этим, Вера отчаянно скучала. Неужели нельзя было сходить в парк или в кино? Нет. Весь день уходил на уборку и готовку, а в воскресенье они спали до обеда, а потом шли в гости к родителям Веры или Дениса. В понедельник Вера опять встретилась на обеденном перерыве с Алексеем, и он признался ей в том, что скучал. Девушка не стала говорить того же самого, хотя все выходные только и думала о своем новом знакомом, с которым ей было так хорошо. В этот день после обеда Вера немного задержалась, потому что они с Алексеем прогуливались в сквере неподалеку от офисного здания, в котором работала девушка. Денис опять странно смотрел на Веру, а она понимала, что ведет себя подозрительно. Она все время улыбалась, переводила разговоры на какие-нибудь приятные темы и все время убеждала Дениса в том, какой он замечательный. Наверное, со стороны это выглядело странным и неестественным, поэтому Денис начал напрягаться. Переписки с Алексеем Вера регулярно удаляла, а сама старалась вести себя максимально осторожно и привычно для своего молодого человека. Теперь в каждый обеденный перерыв Вера встречалась с Алексеем. Ничего плохого они не делали, просто общались, и молодой человек постоянно говорил о том, как ему нравится Вера. Ее это не могло оставить равнодушной, поэтому девушка, улыбаясь, расцветала и чувствовала себя снова нужной и желанной. Рядом с Денисом уже давно ничего подобного она не испытывала. К концу недели на работе скопилось много дел, поэтому на обед с Алексеем Вера не пошла. Она написала ему сообщение, а потом погрузилась в работу. Ближе к 4 есть все-таки захотелось, и Вера отпросилась, чтобы сбегать в кафе и перекусить что-нибудь. Подходя к кафе, она заметила машину Дениса. Что он тут делал в такое время? Рабочий день у нее заканчивался в 5, а она написала своему парню о том, что, скорее всего, задержится на полчаса или минут 40. Неужели Денис настолько ревнивый, что готов выслеживать ее в любое свободное время? Вера не успела дойти до входа в кафе, как вдруг заметила Дениса, выходившего оттуда. С ним рядом шел Алексей. Вера успела зайти за угол здания, в котором находилось кафе. Оттуда было отлично слышно все, о чем говорили молодые люди. «Ты давай активнее ее убалтывай», — сказал Денис. «Я же вижу по ней, что она поплыла. Ты ей нравишься, так что давай, действуй». «Дэн,
«Зачем тебе это?» – удивился Алексей. «Твоя девчонка верная и порядочная. Я тебе 100 раз об этом говорил. Зачем ты сам толкаешь ее на измену?» «Чтобы понять, дрянь она или нет. Знаешь, сколько вокруг девок дряней? И я хочу точно знать, дрянь Верка или нет». «Не дрянь она. Это уже ежу понятно», – ответил Алексей. «Ежу понятно, а мне нет. Ты мне бабки должен, вот и отрабатывай. Напиши ей, что хочешь ее, жить без нее не можешь, поцелуй ее, обними. В общем, давай, проверка продолжается». Вера стояла, замерев и боясь вдохнуть воздух. Она и подумать не могла о том, что знакомство с Алексеем было проверкой ее самой на наличие или отсутствие звания дряни. Вера знала о том, что бывшая девушка Дениса ему изменяла, а тут он сам решил все проверить. Какой же бред! Отдышавшись немного, Вера начала приходить в себя. Денис уже ехал по делам. Алексея тоже рядом не было. Внутри девушки все клокотало от злости и негодования. Ее использовали у нее же за спиной. Алексей отрабатывал какой-то долг перед Денисом, а сам Денис считал Верку недостойной того, чтобы быть с ней. А может, это он сам недостоин ее? Она так старается ему во всем угодить. А ради чего? Чтобы всю жизнь преклоняться перед ним и знать о том, что в какой-то момент она выглядела в его глазах то ли дрянью, то ли нет? На звонок Дениса она не ответила. Он, видимо, уже приехал для того, чтобы забрать ее с работы. А Вера просто не взяла трубку и не перезвонила. Вышла из офиса через черный ход, поймала такси и поехала к подруге Наташе. Рассказала ей все. Та слушала, округлив глаза и качая головой. «Какой гад! А ты проучи его!» «Как? И зачем?» «Вер!» Наташа прищурилась. «Ты и вправду хочешь остаться с ним после этой проверки? Он тебя считает не пойми кем, а ты вот так просто все спустишь ему с рук?» «Я не знаю», — пробормотала Вера неуверенно. «Как я его проучу? Проще собрать вещи и уйти». «Тебе нравится Леша?» Вера удрученно кивнула. «Так и скажи ему об этом. Чего ты боишься? Пусть твой Денис локти кусает». Вера взяла в руки телефон и несколько раз, стирая и заново набирая сообщения, все же отправила текст Алексею. «Хочу увидеться с тобой сейчас. Ты как?» Через пару минут Алексей написал, что готов встретиться. Вера написала адрес. Это был бар неподалеку от дома Наташи. На звонки Дениса Вера не отвечала. На сообщения тоже. Говорить с ним и видеть его девушка не хотела. Через 40 минут Алексей написал о том, что ждет ее в баре. Выглянув в окно из квартиры Наташи, Вера удостоверилась в том, что машина Дениса стояла в районе бара. Значит, Алексей ему уже обо всем доложил, и Денис готовился поймать свою девушку на измене. «Я не уверена в том, что делаю все правильно», — сказала Вера Наташе, а та только рассмеялась. «Ты же не в бой идешь. Просто докажи своему абьюзеру, что ты достойна лучшего. Пусть потом плачет крокодильями слезами». Вера вошла в бар и сразу увидела Алексея. Он сидел за барной стойкой и улыбался ей. Рядом с ним на столике стояли 2 коктейля, один из которых предназначался ей. И Вера даже знала для чего. Сейчас она выпьет, расслабится, а там уже дело техники. «Привет, Леша», — сказала она весело. «Прости, что сегодня продинамила тебя с обедом. Хотелось как-то искупить вину. Все в порядке, я все равно не был занят, угощайся». Вера маленькими глотками отпила коктейль. Он был очень крепким, поэтому содержимое бокала осталось целым на 2/3. «Ты такой милый. Слушай, а помнишь твои слова о том, что ты бы хотел мне предложить стать твоей девушкой?» Алексей удивленно кивнул. «Я согласна». Вера улыбнулась. «Я своего парня бросила, и я готова встречаться с тобой». «Но...»
Алексей замотал головой по сторонам, явно не понимая, что происходит. Еще бы! Пару часов назад он разговаривал с Денисом, а тот убеждал его в совершенно другом. «Ты уже передумал?» — Вера улыбнулась. «Вот так всегда. Стоит только от слов к делу перейти, парни сразу в кусты». «Нет, просто все так быстро. А когда вы успели расстаться?» «Буквально пару часов назад. Разве Денис тебе не сказал об этом?» Алексей полностью растерялся. Вере было смешно видеть его выражение лица, но еще больше хотелось увидеть лицо Дениса. «Ты... Он что, сказал тебе?» «Сказал что? Что я дрянь?» «Нет, еще не успел. Ты позови его, он же где-то здесь, ждет, наверное, когда я тебя в отель потащу». Вера покрутила головой и заметила в углу бара знакомую фигуру. Помахала рукой Денису, и он, немного посидев на месте, поднялся со стула и подошел к ним. «Привет, Денис. Я тут сообщаю Леше о том, что бросила тебя. Теперь я могу переспать с ним и не считаться дрянью?» «Что ты городишь?» Денис было бросился в наступление, а потом его лицо изменилось. Обоим парням явно было неприятно то, что происходило. «Я ухожу от тебя», — уверенно произнесла Вера. «Не знаю, что ты будешь думать обо мне и рассказывать своим будущим девчонкам, только вот мне о тебе ничего хорошего рассказывать не придется. Не было ничего хорошего между нами». «Вера, успокойся!» Голос Дениса звучал примирительно. «Я тебе все объясню. Я просто решил проверить меня. Я что, утюг? Или миксер, который нужно проверить перед покупкой? Я не вещь, запомни это. И, Леша, тебе советую поступать в театральный институт. У тебя отлично получается играть роль влюбленного идиота». Вера встала со стула и пошла к выходу из бара. Ей было легко и свободно, как не было уже давно. И осознание давно забытых приятных чувств сделало ее счастливой. Она все сделала правильно и ни о чем не жалела.